Его надо заполнить. Вера. В этом слове так мало букв и так много важности. От веры напрямую зависит решение человека совершать действие или нет. Вся наша сознательно-бессознательная жизнь направлена на поиск веры. Веру в успех, веру в безопасность, веру во взаимность, веру в завтрашний день, веру в Бога, веру в себя. И мы все это ищем так или иначе. Разница лишь в подходе. Один уверует только после тщательного анализа ситуации. Другому достаточно будет лишь интуиции. Третий попросит мнение эксперта. Способы разные, но задача одна – загрузить в свою нервную систему такую информацию, чтобы совершить следующий шаг на пути от старта до назначенной цели. Разговор не о правильности и неправильности методов поиска. Ведь если это позволяет сдвинуться с мертвой точки и сделать шаг навстречу ожиданию, то метод работает. Да, конечно, сам метод может оказаться совершенно неподходящим в ситуации, но сейчас не об этом, и оставим это для размышления каждого. Каждый день мы прикладываем к разным ситуациям методы уверования. Ты мог спросить у фитнес-тренера комплекс упражнений на ноги и плечи. Ты мог бы интуитивно распознать в разговоре с другом, что у него проблемы. Ты мог расписать свои статьи расходов и доходов за этот месяц, чтобы отложить деньги на отпуск. Таких примеров великое множество. А что если, вдруг так случится, что ты начнешь задавать себе вопросы из области высоких материй, на переднем крае философии самоопределения и самопознания? Например, а кто я в этом мире? А правильно ли я живу? А готов ли я заниматься бизнесом? А что будет, если я уволюсь с работы, и владею ли я вообще своей реальностью? Согласитесь, такие поиски могут вызвать серьезнейшие залипоны внутри себя. Благо, мы живем в такое время, когда любая услуга будет оказана, лишь бы платили. И я говорю о тренингах, коучингах, бизнес-встречах, мастер-классах и всяком таком красочно-помпезном в крапинку, где по заявлениям организаторов отвечают на фундаментальные и одновременно безобъектные вопросы. Перед тем, как я продолжу, сразу оговорюсь, речь не идет об узконаправленных курсах, позволяющих улучшить, навык программирования на языке Java, бороться в партере или вышивать крестиком. Тут наоборот, все предельно ясно. Я же сейчас буду говорить о курсах с темами обо всем и ни о чем. Покажу два ярких примера инфобизнеса, которые имеют место быть в сегодняшних реалиях красивых оберток. Я уверен, что с ними сталкивалось большинство из вас. Первый тип – духовный наставник. Для начала я настрою свой голос на бархатно-размеренный. Название будет отражать всю сложность и притягательность темы, и в то же время демонстрирующий мою компетентность. Скажем, 7 шагов к осознанной жизни. При нашей встрече моя речь будет изобиловать фундаментальными понятиями. Я буду говорить с колокольни высокой материи о самой жизни. Объясню, что на самом деле все в мире связано, а человек напрямую включен в космическую систему. Посмотрите на фотографию Вселенной и сравните с клеткой человеческого мозга. Затем я расскажу про пронизывающую энергию вокруг нас. Попрошу закрыть глаза. Представить свою цель, сфотографировать и запомнить. После этого я задам вопрос. А хотите ли вы жить той жизнью, которую представили, которую заслуживаете? Поэтому предлагаю 7 встреч, где вы сможете, вы поняли. Второй тип – молодой бизнесмен. В самом начале я покажу убедительную статистику наших бизнесов, затем расскажу о чистых прибылях своих предприятий, дабы окончательно закрепить авторитет. Следующим блоком я начну рассказывать истории. Ох, эти истории побед и провалов, наполненные личными размышлениями и мудростями. Истории, которые никто не сможет проверить. Истории, после которых вы окончательно в меня влюбитесь. Дабы подчеркнуть свою человечность и близость к вам, я буду вспоминать из жизни и свой первый автомобиль «Жигули», и съем однокомнатной квартиры с 2 друзьями в 20 минутах от концевой станции метро, а возможно, работу на заводе или в шахте. На протяжении всей встречи я буду своим примером показывать возможность перехода из вашего текущего состояния в мое успешное, молодое и известное. Стоит только захотеть и начать ходить на наши тренинги, а лучше сразу купить франшизу. Да, я согласен.
Образы слегка утрированы, да и сейчас скорее будут встречаться более смешанные типы. Но что мы можем сказать наверняка? Эти ребята офигительные, профессионально подкованные продажники. Сомнений в этом нет. Они создают окружение, где участнику мастер-класса кажется, что его мечты вот-вот реализуются, что образ будущего себя скоро станет вполне ощутимой действительностью. Стоит только поприсутствовать еще на одном тренинге с крайне интересной, но все же размытой тематикой. И это работает. Этот бизнес приносит огромные деньги. Они молодцы. Вернемся к потребителям. Завсегдатаями онных занятий – это люди со следующей схемой своего развития. Вот он, я сейчас. Профит. Что нужно делать, чтобы достичь своих ожиданий? Каков следующий шаг? Они не знают. Думают, что не знают. Не верят в себя. Не подозревают, что ответы были в них изначально. Такая неуверенность мешает унять дрожь в коленях и совершить таки этот первый ход. И теперь ключевой момент. За что платят деньги заказчики на самом деле? Они платят за временную веру, подкрепленную внушительной суммой. Дорогое не может быть бесполезным, верно? Платят за ощущение достижения своих целей. Самообман заключается в том, что во время пребывания в эмоционально насыщенном котле тренера восприятие как бы находит, чем заполнить брешь в ранее пустой схеме «я пробел профит». Но зачастую после выхода из котла и попадания в обыденную действительность приходится сталкиваться с теми же проблемами. И за неимением сил, воли и осознанности потерпевший предпочитает получить еще одну дозу тренингового наркотика и прыгает в котел еще раз. Конечно же, последний. После этого захода уж точно все наладится. И тут я заявляю, человек кузнец своей судьбы. У каждого кузнеца должны быть свои инструменты. И если вы собираетесь ковать меч, вам нужно пройти введение в наковальню, а затем на тренинг по овладению молота и изучить условия плавления металлов. Все темы разные, шаги разные, но они работают на образ будущего себя. И настоящий кузнец даже слушать не будет байки про то, как стать успешным кузнецом. А если кузнец не будет потеть в кузне самостоятельно, то другой мастер просто встроит его в свой производственный цех. Поэтому, дорогой зритель, куй свое, ошибайся, влипай, огребай, тупи, теряй, вырабатывай почву для размышлений и обдумывай следующий шаг. Выбирай места освоения инструментов самостоятельно. И если решился отправиться на курсы, у тебя должно быть предельно ясное представление, что тебе это даст. Не абстрактно пафосно оформлено, а конкретно и четко. В случае неудовлетворения – беги. В случае полного ответа ожиданиям – не повторяй. Одним словом, верь. А не веришь – притворись, что веришь. Разницы-то нет. Какое место тренинги занимают в вашей жизни? И что обсудим на следующей встрече? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.